И снова всем привет! Сегодня поговорим о баллоневых штанах. Как же их шить, как же их кроить. Дело в том, что я прибавку дала 10 сантиметров к обхвату бедер, но потом убирала. Но убирать не советую, пусть лучше будет больше, но я почему убрала? Потому что мне показалось, что слишком я прям вот, ну у меня мания, да, у меня просто глюки, как говорится, я посчитала себя слишком толстой, у меня еще не было верха, поэтому я надела штаны и просто мне показалось, вау, как это много. Поэтому 10 сантиметров это минимум к обхвату бедер. Дальше, что, ну тут в принципе все то же самое, единственное, что я прибавляла, смотрите, к задней половинке, когда мы с вами строим, да, к задней половинке мы добавляем, то есть по задней половинке мы откладываем 1/10 обхвата бедер. Я делала плюс 1,5 сантиметра, можно плюс 2 сделать, да, чтобы действительно была свобода. То же самое к переду, к передней половинке мы с вами делаем 1/20 обхвата бедер, я делала еще плюс 1,5-2 сантиметра. То есть тут ничего не убираем. Лучше лишнее, лучше потом срезать, чем не хватит. Дальше пояс у меня отдельно пришит. То есть я его уже готовый, сначала сделала резинку, естественно, здесь пробила люверсы, что я не сделала на капюшоне, мне придется сейчас отпороть и все это доделать. Вставила люверсы, вставила резинку, прошила. И уже готовый пояс пришила. Но пришила так, что у меня и с этой стороны не видно швов. То есть они все спрятаны вовнутрь. Что касается от стежки. Обратите внимание, да, у меня есть стежка. И она неровная, она вот так по косой. То есть я вот так, у меня получается, вот раскладывала деталь. Вот так раскладывала. И вот так прорисовала полосы именно по косой, чтобы они по спинке были вверх. Вот, видно вот здесь по самой верхней, да, здесь они максимально уравнялись, а по переду они будут смотреть вниз. Ну, то есть мне так захотелось, можно сделать и наоборот. То есть стежка на штанах у меня есть, в отличие от куртки, на куртке нет. Что касается манжета, у меня были здесь манжеты из основной ткани, но когда я уже сшила куртку, она у меня вся такая разбавлена сереньким, поэтому я решила, что манжетики по низу у меня тоже будут разбавлены сереньким. Я, кстати, их еще не отутюживала, хочу их отутюжить, то есть заутюжить, или как правильно сказать, чтобы они были более плоскими, вот эти вот манжетики, да. У меня там тоже есть синтепон, чтобы он не казался такой прям сильно тоненький манжет. Я решила, что тоже у меня будет там синтепон внутри, между ними, естественно, широкая резинка. Далее я 2 сделала отстрочки, так, чтобы она была прям вот, ну, чтобы выглядела симпатично. Вставила шнурочек. Шнурочек у меня тоже серенький пока, но он как бы, видите, он прям вот идеально подходит к моей вставочке. То есть, ну, шнурочек, конечно, там не сильно видно, потому что это все под курткой, но все-таки хочется вот такое вот. Что касается подкладки. Подкладка у меня, не знаю, к сожалению или к счастью, вот такая вот контрастная. То есть, если здесь у меня все серо-черное, есть клювики красные, или не клювики, тут бордовые, получается, или коричневые клювики, и головка красная, да, ну, так вот получилось, что я решила, у меня много было подкладочной ткани вот такой бордовой, и я решила, что у меня подкладочка будет бордовая. Смотрите, здесь у меня подкладочка тоненькая, то есть я уже подкладку здесь ничем не дублировала. Здесь у меня только вот простеганная основная ткань, да, с синтепоном. Почему здесь простегана? Потому что здесь 2 большие детали. То есть полностью вот так штанина развернута, да, как мы с вами вот кроим-то, мы как бы знаем. И, естественно, если бы я просто проложила синтепон, было бы неправильно. То есть она в любом случае должна как-то простегаться, как-то соединиться с плащевкой, да, синтепон с плащевкой. Ну, а подкладка, в принципе, может быть вот так вот свободная. То есть вот она у меня вот такая. Что я сделала? Каким образом у меня получилось вывернуть, то есть спрятать все швы? Ну, во-первых, естественно, сшивала я все это отдельно, потом пришивала отдельно к основной детали, отдельно к плащевке, то есть к подкладке, пояс, и здесь уже фиксировала, чтобы он у меня не расходился. То же самое я делала с
с манжетиками. И уже после этого вот здесь у меня было не зашитое место, вот оно какое большое, для удобства, да, я уже через это место не зашитое выворачивала все красивенько, аккуратненько, и вот здесь уже сшивала зигзагом. То есть здесь, ну, видно, да, что здесь вот шов вот такой вот. Я думаю, что нормально. Кстати, я надевала на голое тело, ну, без каких-то подштанников, без каких-то там колготок и прочее, да, надевала и не замерзла. То есть штаны вполне комфортные и можно носить. Можно было, конечно, сделать карманы в штанах, но я думаю, что это было бы уже лишним, ну, по крайней мере, для меня. Если, допустим, это сшито ребенку или мальчику, или мужчине, можно было сделать карманы вот здесь вот по бокам, да, вот в этом месте. Можно было сделать карманы и сюда. Но я думаю, что сюда по переду карманы неудобно, потому что когда ты, допустим, садишься, ну, если ты туда что-то положил, то вот, ну, как бы тебе дискомфорт. Ну, по мне так, потому что я, в принципе, не люблю такие карманы в штанах. Почему? Потому что именно вот это. То есть любое движение здесь уже все мешает. Особенно, если есть животик. Это все мешает. Поэтому я карманы не стала делать. Резиночка у меня комфортная. Резиночка как бы, ну, не сильно она прям вот такая. В общем, вот в этом месте у меня прям, знаете, так вот хорошенечко так обтягивает. Я, кстати, даже сейчас могу вот на эти тонкие штаны надеть и показать, как это будет выглядеть. Вот они, мои штанишки. Я прошу прощения за тапочки. Я в домашних тапочках. Сейчас не буду обуваться уже, потому что и так жарко. В общем, достаточно высокая у меня посадка, очень высокая. Ну, вот она моя талия, вот здесь моя талия. И получается вот этот пояс уже выше талии, да. Вот она мой шнурочек. То есть, чтобы уже действительно хорошенечко сидели штаны, чтобы не спадали, не дай бог, да, куда-то. Хотя они никуда не спадут, потому что они на мне сидят достаточно плотненько. Я сейчас покручусь. Вид сбоку, животик мой, вид сзади. Можно присесть, то есть мне комфортно. Нигде ничего не тянет, все замечательно, все хорошо. Конечно, можно было бы оставить эту свободу. Кстати, если бы я не поторопилась, если бы у меня не было вот этого шока, когда я примерила первый раз штаны, если бы я уже готовую куртку надела на себя и увидела бы, что ничего страшного нет в том, что вот здесь было слишком много. Оно казалось много, когда здесь ничего нет, штаны надела, и кажется прям очень много, очень все так прям широко, свободно. Я убирала и здесь по штанинам, и убрала вот здесь по объему. Поэтому я советую вам брать не меньше 10 сантиметров только на свободу. Еще, конечно же, плюс припуски на швы. То есть 10 сантиметров к обхвату бедер. Это только на свободу. Плюс припуски на швы, конечно же, лучше брать больше, потому что это плюс синтепон, плюс подкладка. То есть достаточно много слоев, поэтому шов не получится 0,5 никак вот в любом случае. 0,7, ну тоже, знаете, это если вы уже не новичок. Я оставляла для себя 1,5 сантиметра, потому что где-то что-то осноровить, где-то что-то подрезать, где-то что-то вылезет, где-то что-то там, ну, в общем, потому что это синтепон. Работать с синтепоном это не просто там взять и какой-то пододеяльник сшить, да, вот, поэтому тут лучше взять больше, лучше срезать потом лишнее, оно в любом случае может срезаться, чем нам не хватит. Кстати, я по высоте делала достаточно большую прибавку. Я не сказала, да, по высоте я прибавила 5 сантиметров дополнительно. То есть к высоте бедер, к высоте сидения я прибавила плюс 5 сантиметров. И достаточно, вот, ну, как бы вот у меня получается все свободно, нигде ничего не давит. Лучше сделайте больше. В крайнем случае, вот здесь можно будет вырезать больше, и там у вас получится, ну, штанина, да, то есть если вы здесь уберете, получается у вас будет штанина, ну, и там как бы тоже откорректировать. Поэтому смотрите, если вы будете шить такие штаны, то лучше, конечно, брать больше прибавки и по высоте, и по ширине, а потом уже корректируйте. И корректируйте не так, как я.
надела, увидела вот такую у себя, вот такую вот, и сразу давай все ушивать. Не надо так делать, не бойтесь. Вы наденьте любую на себя куртку. Вот я, кстати, не подумала, у меня есть такая свободная куртка, вот я должна была ее надеть, наверное, на себя и посмотреть уже как бы в комплекте. Но я до этого не сделала, я просто увидела, я сразу в шоке и сразу все, давай ушивать. Хочу еще сшить какой-то чехол на подушке, но это у меня давно уже эти планы, и я никак не могу их реализовать. Не знаю, не то, что не знаю, я знаю как, но не знаю пока из чего и пока не знаю когда. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь, чтобы сильно вас не утруждать, сильно вас не мучить. Сегодня я с вами прощаюсь, и в следующем видео я расскажу вам о курточке. Есть о чем поговорить, есть о чем послушать, есть на что посмотреть, так что не пропустите, дождитесь. На сегодня всем пока.